Норма Джин Мортенсон родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, США. Ее мать Глэдис Бейкер работала киномонтажницей в одной из голливудских киностудий, а вот личность отца до сих пор никому не известна. Дело в том, что Глэдис разошлась со своим мужем Мартином Мортенсоном за несколько месяцев до своей беременности, а от кого она забеременела Нормой Джин, так и осталась загадкой, даже для самой девочки. Из-за постоянной занятости на работе Глэдис не могла уделять ребенку достаточно времени, и девочку решено было отдать во временную семью опекунов, которые содержали детский дом семейного типа. За $25 в неделю супруги Боллендеры, взявшие ребенка в свой приют, честно исполняли свои обязанности и заботились о девочке. Поначалу мать жила вместе с ними, однако неблизкий путь до работы и длительные рабочие смены в итоге вынудили Глэдис вернуться обратно в Лос-Анджелес. После этого она виделась с дочкой только по выходным, часто брала ее в кино и водила на разные экскурсии. В 1933 году мать забрала 7-летнюю Норму к себе, но буквально через год Глэдис увезли в психиатрическую больницу с диагнозом параноидальная шизофрения. Опеку над малышкой взяла коллега матери по работе Грейс Макки. Однако годом позже она вышла замуж. И поскольку супругам не хватало денег даже на то, чтобы обеспечить себя, не говоря уже о Норме, они решили вновь отдать ее в приют. Так и бросала маленькую Норму Джин из приюта в приют и из семьи в семью. В 16 лет она познакомилась с неким Джеймсом Догерти, который был старше ее на 5 лет. Между ними возник роман, и вскоре они поженились, что позволило Норме Джин больше не возвращаться в приют каждый раз, когда очередные добродетели откажутся от нее. Через год после свадьбы Джеймс нанялся в торговый флот, а Норма Джин пошла работать на завод по производству радиоуправляемых авиамоделей, где в ее обязанности входила проверка качества парашютов, а также покраска самолетов. В 1944 году на завод приехал военный фотограф Дэвид Коновер, чтобы сделать ряд патриотических фотографий для поддержания боевого духа солдат. Неизвестно, что так привлекло мужчину в симпатичной, но одновременно обыкновенной и простой девушке, но вскоре эта встреча оказалась решающей в судьбе будущей мировой знаменитости. В январе 1945 года Норма покинула завод и начала работать фотомоделью за $5 в час. Такая кардинальная смена профессии не нравилась ее супругу, и Догерти заявил, что она должна выбрать что-то одно – или сниматься для журналов, или быть его женой. Норма Джин сделала выбор в пользу фотосъемки, и в сентябре 1946 года они развелись. Вскоре в биографии будущей звезды произошло важное событие. Она стала сотрудничать с киностудией «20 век Fox». Перед заключением контракта фотомодель после долгих и настойчивых убеждений взяла псевдоним. Основой псевдонима стала фамилия ее дедушки – Монро, а имя же, по одной из версий, было позаимствовано у актрисы Мэрилин Миллер. По другой же версии, Мэрилин – сокращение первоначального двойного имени Мэри Лин. Норма Джин не сразу приняла новое имя. Оно звучало для нее чуждо и искусственно. Однако менеджер киностудии напомнил ей, что с момента окончания Первой мировой войны имя Мэрилин было одним из самых распространенных среди американских девушек, а значит станет восприниматься будущими поклонниками как что-то близкое и знакомое. Так в мире кинематографа появилось имя Мэрилин Монро. Помимо имени, будущей кинозвезде необходимо было сменить и образ. Работники модельного агентства настояли, чтобы из натуральной брюнетки она перекрасилась в блондинку. Но прежде чем прийти к своему знаменитому платиновому образу, Монро испробовала целых 12 различных оттенков блонда, от золотисто-русого до платинового. В это время Мэрилин снялась в нескольких кинолентах, которые не привлекли большого внимания, но позволили получить ценный опыт для продолжения актерской карьеры. Свободное от съемок время девушка тратила на уроки танцев, вокала и актерского мастерства, а также на то, чтобы немного модифицировать свою внешность. Она исправила немного торчащие вперед зубы, изменила форму носа, придав ему более женственную и изящную форму, а также в подбородок был вставлен имплант, придавший ему мягкую форму полумесяца. Маленькие роли приносили скромные гонорары. И в 1949 году Мэрилин оказалась в столь стесненных обстоятельствах, что ей нечем было платить по счетам. На помощь пришел фотограф Том Келли с заманчивым проектом. Съемка для календаря, где каждый месяц года представлен обнаженной девушкой. Фотосессия длилась всего 2 часа, и за нее девушка заработала $50. 3 года спустя на киностудии стало известно, что во многих барах и закусочных висят откровенные фотографии Монро. Киношные боссы стали отчитывать актрису за беспечность, на что Мэрилин сообщила, что у нее просто не было денег платить за квартиру. На вопрос журналиста, правда ли, что вы молча согласились позировать обнаженной, она ответила: «Почему же молча? У меня играло радио». Разразившийся скандал лишь добавил популярности Мэрилин, и в 1953 году эти кадры попали в первый выпуск только появившегося журнала Playboy, а один из снимков даже украшал его обложку. Первую значимую роль 24-летняя Мэрилин получила в 1950 году в картине
картине «Асфальтовые джунгли». Монро появилась в кадре лишь на несколько минут, однако заметившие ее кинокритики весьма благосклонно отозвались о юной исполнительнице. Начиная с 1952 года к Мэрилин пришла слава кинодивы и самой горячей киноактрисы США. Молодая и харизматичная Монро снялась в ряде чрезвычайно успешных картин, а ее партнерами по съемочной площадке стали такие голливудские звезды, как Кэрри Грант, Фред Аллен и Джейн Рассел. В январе 1954 года актриса вновь вышла замуж за звезду бейсбола Джо Димаджо. Однако из-за неконтролируемой ревности супруга этот брак не продержался и 1 года. Димаджо настаивал, чтобы она не выставляла свое тело на показ, сидела дома и оставила кинокарьеру. Но Мэрилин была не готова отказаться от всего, к чему так долго стремилась. Естественно, развод не заставил себя долго ждать. После того, как на экраны вышла развлекательная комедия «Зуд 7-го года» о женатом книгоиздателе, который влюбляется в соседку с верхнего этажа, Монро была признана секс-символом, а эпизод с улетающим белым платьем актрисы мгновенно стал культовым. Запомнились миру и песни, исполненные Монро в фильмах, но особенно популярной стала композиция «I Wanna Be Loved By You» из вышедшей в 1959 году киноленты «В джазе только девушки». Кстати, напишите в комментариях, какой фильм с участием Мэрилин Монро нравится вам больше всего. В 1956 году актриса решилась на официальную смену имени и фамилии, и Норма Джин Мортенсон, как она обычно подписывалась, получила новые документы с именем Мэрилин Монро. Вскоре она вышла замуж в 3-й раз за американского драматурга и обладателя Пулитцеровской премии по литературе Артура Миллера. Узаконив отношения, Мэрилин сменила и вероисповедание, приняв религию мужа – иудаизм. Однако абсолютно разные характеры супругов, а также несостоявшаяся беременность из-за проблем со здоровьем сыграли отрицательную роль в их семейной жизни. И прожив вместе почти 5 лет, в 1961 году Миллер и Монро развелись. С годами за Мэрилин закрепилось клише глупенькой, очаровательной блондинки. И большая заслуга в этом принадлежит ей самой. Дело в том, что в начале своей карьеры Монро даже не соглашалась на роли, которые отличались по стилистике от уже привычных работ. Однако уже в расцвете карьеры кинодива не раз заявляла о желании воплотить серьезный драматический образ. Но долгое время никто не рисковал проводить такой эксперимент. Тем более, многие режиссеры жаловались, что актриса часто забывала текст и путала слова. Чтобы отснять один эпизод с ее участием, порой требовалось сделать около 20 дублей, а тратить впустую сотни метров кинопленки в то время не любил никто. Это вам не карта памяти на 128 гигабайт. Однако, несмотря на то, что Монро на экране часто воплощала образ легкомысленной простушки, в жизни звезда много времени уделяла чтению и имела собственную библиотеку, в которой присутствовали романы Льва Толстого, Федора Достоевского, Альбера Камю, Фрэнсиса Скотта Фицджеральда и многих других литературных титанов. И только в 1961 году, в возрасте 35 лет, Мэрилин Монро сыграла в фильме «Неприкаянные», где ей досталась роль девушки по имени Розалин, умной и чувствительной личности, ищущей не брака или приключений, а человеческого тепла. Личная жизнь актрисы всегда была активно обсуждаема в прессе. И когда во время празднования 45-летия президента США Джона Кеннеди она исполнила для него поздравительную песенку в довольно откровенной и кокетливой манере, это моментально породило массу подозрений в ее романе с главой государства. Однако даже многие годы спустя в официальных источниках подтверждения их роману так и не нашлось. Несмотря на то, что карьера кинодивы шла в гору, Мэрилин находилась в постоянном напряжении и стрессе, а также у нее появились серьезные проблемы со сном. Так как в то время в Америке не было строгого контроля над доступностью опасных для здоровья антидепрессантов, актриса начала принимать сильнодействующие транквилизаторы, но все эти препараты лишь ухудшали ее состояние. 5 августа 1962 года в возрасте 36 лет Мэрилин Монро скончалась от принятия смертельной дозы снотворного. Официальной версией ее смерти было названо самоубийство. Однако истинная причина смерти до сих пор вызывает массу сомнений. Была ли это передозировка наркотиков, самоубийство, инсценированное спецслужбами, или роковая ошибка психоаналитика-актрисы, который перепутал препараты, неизвестно до сих пор. Мэрилин Монро – самая известная в мире актриса. О ней написано так много книг и статей, снято столько документальных фильмов, что на всей планете вряд ли найдется человек, который ни разу не слышал бы ее имя. Кинообраз знаменитой платиновой блондинки давно стал легендарным. По сей день тысячи женщин копируют ее соблазнительный стиль и имидж, а тысячи актрис мечтают повторить ее путь к славе, забывая, что он вовсе не был усыпан бриллиантами, которые с легкой руки Мэрилин стали считаться лучшими друзьями девушек. Это была история Мэрилин Монро. Вы на канале Short History. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски наших коротких историй. А если вам понравился этот выпуск, не забудьте рассказать о нем друзьям. Ставьте лайки, жмите колокольчик, пишите комментарии. Будьте с нами.